Есть две новости. Одна плохая, другая хорошая. Плохая заключается в том, что тебе необходимо досмотреть этот ролик от начала до конца. А хорошая заключается в том, что если ты все-таки это сделаешь, ты сумеешь находить идеальные точки входа, которые позволят тебе зарабатывать деньги на бирже так же, как зарабатываю я. Причем эти точки входа, они будут очень хорошие, с высоким соотношением риска к прибыли. А значит, ты сможешь зарабатывать очень даже много. Выбор за тобой, выбирай. На своем канале я демонстрирую свои живые сделки. Вы можете посмотреть целый плейлист, где я каждую неделю выкладываю по несколько сделок и рассказываю, где входил, где выходил, по какой логике. И я все эти сделки систематизировал и сумел обратить внимание на повторяющийся сценарий, на повторяющиеся паттерны. Я выделил их всего лишь 3, и все их сейчас буду рассказывать. Все эти примеры сегодня я буду показывать на истории, но все эти примеры я торгую на своем живом счете, на реальных деньгах. Опять-таки вы можете посмотреть соответствующие видео и убедиться в этом. Что ж, начнем мы, наверное, с самой любимой всеми трейдерами формации, это ложный прорыв. Еще его называют фейки, захват ликвидности, в общем-то, много терминов есть у этого определения. На движении создается сильный выброс за уровень и такой же сильный в обратную сторону. Что подразумевается? Причем здесь речь идет о выбросе за уровень, это как бы идеально. Но это может происходить и в случае, например, пробоя наклона. Допустим, у вас есть наклонная, рынок у вас движется вниз, создает ложный пробой и также резко возвращается назад. Либо, например, может быть такая ситуация. Рынок находится в боковике, делает резкий закол и после этого разворачивается. Либо может быть такая ситуация. Рынок движется, например, пробивает уровень, движется, делает закол и после этого разворачивается. В чем здесь заключается суть? Одним из красивых примеров может служить биткоин в ноябре 2022 года. Можешь открыть этот график в период 2 часа. Работает, в принципе, на любом примере, на любом периоде, но сегодня вот рассматриваем касаемо этого периода. Тогда была ситуация в следующем. Рынок двигался вниз, дошел до какого-то донышка, здесь стал формировать донышко, и здесь стали появляться куча серий ложных выносов. Вот они все. Вот они. Здесь у нас есть определенный уровень. Давай его сюда подтянем, где он стоял изначально. Вот у нас здесь есть уровень. Рынок подходит к этому уровню. Хотя бы немножко, но он обязательно проколет. А он обязательно сделает ложный вынос. Он обязательно всех выбит по стоп-приказам. Немножко проговорился, об этом хотел чуть-чуть попозже. Рынок начинает двигаться дальше наверх. Формирует здесь локальный уровень. Вот локальный уровень. Пробивает этот локальный уровень шпилькой точно так же, хоть немножечко, но он обязательно пробьет. Дальше рынок движется наверх, формирует здесь полноценный боковик. И в этом боковике вначале он пробивает одну сторону, после этого он двигается вниз и обращаем внимание, что он делает. Здесь он формирует вот такую свечу с огромной тенью, и причем он пробивает этот уровень, да, нижнюю границу данного боковика, делает после этого тень, четко пробивая этот уровень с обратной стороны. И после этого движение продолжается. Это очень красивый пример так называемого паттерна фейки. Сейчас мы рассмотрели несколько примеров. То есть мы рассмотрели ложный пробой в виде определенного движения. То есть здесь было целое движение. Мы рассмотрели ложный пробой в виде определенной шпильки. То есть здесь была просто кратковременная шпилька. И все, не было никакого движения. Мы рассмотрели ложный пробой в виде нескольких свечей. То есть вот у нас формация, да, движение вниз и потом резкое движение наверх. Если ты начинающий, концентрируй свое внимание на вот таких моделях. То есть потом впоследствии ты будешь видеть и другие модели, про которые мы сейчас говорим. Но пока ты начинающий, концентрируй свое внимание на вот такой модели. Это очень красивая модель, и она как раз таки показывает, что тебе нужно искать. Тебе нужно искать резкое ускорение. После этого такое же резкое ускорение в обратную сторону. И все это должно сопровождаться вот такими большими объемами. Теперь давай мы сейчас поговорим немножечко о теории, чтобы ты понимал, почему вообще в целом все это работает. Давай с тобой предположим вот эту вот всю ситуацию, которую мы только что видели. Вот у нас есть уровень. Этот уровень является дном для данного инструмента. Рынок подходит сюда, начинает формировать здесь дно. Теперь я задам тебе вопрос. Что происходит на этом дне?
Очевидно, здесь люди начинают активно покупать данный инструмент. Дешево. Помним правило, да, что покупаем там, где дешево, продаем там, где дорого. Не все участники рынка покупают в долгосрок. Не все участники рынка готовы пересиживать, например, этот боковик там несколько лет и готовы ждать движения вниз и там усредняться и так далее. Кто-то это делает чисто так, по фану, так сказать, и буквально на несколько дней берет свою позицию. Что в рынке происходит? Вместе с тем, как растет позиция на покупку в данном инструменте, в то же самое время увеличивается количество отложенного, я это называю отложенного предложения, то есть количество стоп-ордеров этих покупателей. Стоп-ордера будут находиться вот здесь, чуть-чуть ниже уровня, буквально совсем чуть-чуть. Они все находятся, понятное дело, не четко по одной цене, а как бы в плотности цен. И теперь, предположим, вы крупный участник рынка. У вас большая позиция, и вы точно так же, как и все, хотите здесь купить. Что вы будете делать? Ведь если вы хотите купить большую позицию, вам эту позицию кто-то должен продать. Где на дне найти продавцов? Это очень сложный вопрос. Настолько сложный, что здесь приходится что-то выдумывать, поскольку здесь есть огромное желающее покупать, но очень мало тех, кто желает продать. Вы можете просто немножечко в убыток открыть пару сделок, тем самым толкнуть цену чуть-чуть вниз, толкнуть в место, где будут массово исполняться стоп-приказы вот этих покупателей, которые покупали по самому донышку. Стоп-приказ покупки – это рыночный ордер на продажу. И пока они выходят на продажу, вы банально подставляете свои отложенные ордера на покупку и выкупаете все то предложение, которое появилось в рынке. Вы загружаете свою прибыльную позицию. Понятное дело, все это происходит очень быстро. Поскольку у вас позиция очень большая, рынок от вашей позиции начинает резко улетать в обратную сторону. Поскольку вы скупили всех участников рынка, которые здесь продавали своими рыночными ордерами, то есть стоп-приказами, но в то же самое время участники рынка, которые покупают, например, здесь, они остаются. Плюс остается ваша позиция. И здесь создается сразу резкий, быстрый перекос в сторону спроса, то есть в сторону тех, кто покупает. Я сейчас просто говорю достаточно сложно, наверное, для тебя. Если это слишком сложно, спрос, предложение и так далее, я тебе оставлю ролик на моем канале, он бесплатный, нигде не надо регистрироваться, прямо на YouTube, называется «Механика рынка». Посмотри его, будешь понимать это все детально. То есть в рынке у тебя стало очень мало предложений, то есть желающих продавать у тебя стало очень мало. Они вышли из позиции все. В то же самое время у тебя появилось очень много желающих покупать. И у тебя происходит перекос, все массово начинают покупать. Ну, под всеми мы подразумеваем в первую очередь крупные деньги и в том числе недобитых, так сказать, трейдеров. В итоге цена у нас резко улетает, при этом здесь формируются большие объемы. Это классический ложный пробой. И он всегда свидетельствует о двух вещах. Первое. Он свидетельствует о том, что в рынках находится крупный капитал. Второе. Он свидетельствует о том, что в рынках сейчас будет разворот. И в-третьих, рынок с огромной вероятностью будет просто лететь без остановки и ничего его не сможет остановить. Где здесь может быть твоя точка входа? Если ты с яйцами, то ты можешь заходить просто на основании того, что здесь большой объем, например, здесь заходить в покупку, после этого усреднить свою покупку. Все это нужно делать со стоп-приказом, то есть не делать на последние деньги, и все это нужно высчитать, это очень сложно. Поэтому если ты начинающий, дождись первого колена. То есть дождись, когда рынок сделает небольшой откат вниз, после этого начнет разворачиваться наверх, и ты здесь можешь заходить в покупку. Полноценно можешь заходить в покупку на основании того, что здесь был ложный пробой. Когда у тебя будет больше опыта, ты будешь понимать, что если в рынках, например, увеличились размер свечей и увеличился объем, тебе нужно искать точку входа. Поскольку, к сожалению, в этих всех формациях рынок обычно не предоставляет вам возможности колена. То есть он дает колено, но дает колено гораздо позже. Например, вот в этом случае, который мы рассматривали, колено произошло аж вот здесь. И после этого рынок не сделал новых иксов, он немножечко пошел наверх и после этого развернулся. По правде говоря, наши студенты как раз таки вот здесь вот и старались заходить в покупку.
Часть из них вышла, так сказать, в прибыли в небольшой, но большая часть, конечно, вышли по безубытку вот здесь, потому что рынок не пошел наверх, все ожидали движения наверх, серьезного. Оно произошло чуть-чуть дальше, после вот этого ложного пробоя. Теперь вот то, что ты знаешь касаемо вот этого полноценного движения, ты можешь также понять, когда происходит, например, такая шпилька вниз. Если ты видишь, что у тебя здесь есть уровень, рынок подходит к твоему уровню, формирует большую шпильку с большим повышенным объемом. Это все то же самое, что я говорил буквально секунду назад. И ты можешь ожидать здесь того же самого. Только в данном случае здесь уж действительно лучше подождать колено, поскольку иногда ты будешь встречать подобные движения просто на пустом месте. Например, если ты начинающий, то вот здесь ты уже тоже, наверное, увидел бы какой-то ложный пробой, а тут его не было. Тебе важно увидеть движение, шпильку за уровень, после этого закрепление наверх. То есть вот такая формация. Движение, появление шпильки за уровень, после этого движения наверх. Вот эта формация. Пожалуйста, вот эту формацию сейчас как-нибудь сфотографируй на смартфон. Она очень красивая, и она как раз таки показывает, что ты должен искать. Ты должен искать уровень, должен искать такую шпильку, должен искать движение наверх. Сфотографируй, пожалуйста, на телефон. И также сфотографируй вот эту вот формацию. Это тоже ложный пробой, причем очень красивый. Все то же самое, о чем я говорил, но может происходить очень медленно, очень плавно. И когда ты это будешь видеть, обычно здесь не будет больших объемов. Ты будешь видеть вот такую формацию. Рынок двигается за уровень, после этого начинает делать откат. Как бы мы обычно ожидаем откат в уровень, здесь замедление и последующее движение. Но замедление здесь не последует. Рынок наоборот начинает ускорять свое движение и резко пробивает этот уровень. Вот тоже классический пример ложного пробоя таким большим движением. Тоже, пожалуйста, сфотографируй это себе на смартфон как небольшую шпаргалочку. Если ты в будущем увидишь, что рынок пробивает уровень, делает подобную формацию, делает подобное движение, начинает двигаться вниз к пробитому уровню очень быстро, с огромной вероятностью рынок пробьет данную область. Где здесь заходить? Вот касаемо вот этого движения, если ты его увидел, здесь опять-таки жди первого колена, заходи на первом колене. Ну и теперь ты можешь эти формации всевозможным образом чередовать. Например, у тебя есть вот такая ситуация. Рынок двигается у тебя вот по такой наклонной линии. Ты, если увидишь, например, вот здесь резкое движение наверх и резкое движение вниз, точнее, а потом наверх, ты можешь здесь искать точку входа. Либо, например, если по каким-то причинам ты увидел какой-то боковик. Кстати, касаемо боковика, это было очень красиво по фьючерсу рубля. Мы опять-таки с ребятами это все отторговывали. На дневках, правда, это было. И на дневках это прям очень-очень красиво смотрелось. Давайте я все это покажу. То, о чем я рассказываю сегодня, оно работает на любом временном интервале. Ты можешь использовать это как твоей душе угодно. Вот у тебя есть боковик. Мы в этом боковике имеем границы этого боковика. Вот эти границы. И мы видим ложные пробои. Вот ложный пробой. Вот ложный пробой на границах этого боковика. Ты тоже можешь это сфотографировать сейчас на смартфон как один из примеров, поскольку это все выглядит очень-очень красиво. То есть тебе важно увидеть резкое движение и потом резкое движение в обратную сторону. Как торговать в боковике? Тебе нужно дождаться следующей свечи, вот у тебя появился ложный пробой, дождись следующей свечи, то есть дождись, как я это называю, подтверждение, когда у тебя следующая свеча будет медвежьей в моем случае, и тогда открывай сделку. Стоп-приказ выставляй за эту свечу, не за ложный пробой, а за эту свечу. Но take profit — следующая граница боковика, если это боковик. Поскольку в боковике бессмысленно ждать колена, здесь колена не будет, а если и будет, то явно не скоро. Следующий мой любимый паттерн, который я использую, обычный слом структуры. Рынок ломает структуру, формируя новые области минимума и максимума. Что подразумевается? Предположим, у тебя есть движение наверх, а рынок у тебя растет. После этого рынок может, например, резко ускориться, либо может наоборот замедляться. В общем, в рынках происходит что-то, и движение меняется, и у тебя появляется новый минимум ниже предыдущего, и появляется новый максимум ниже предыдущего. Когда ты имеешь вот подобный сценарий, в этой точке ты говоришь о том, что у тебя произошел слом структуры.
у тебя сломался, в нашем случае, бычий тренд. Это еще не означает, что рынок пойдет в обратную сторону, но с огромной вероятностью он все-таки это сделает. Это означает о том, что если ты находишься в покупках, тебе нужно завязывать с покупками. Если ты находишься в продажах и у тебя контекст говорит за продажи, тебе необходимо искать полноценные продажи. Стоп-приказ ты можешь выставить за ближайший крупный максимум, опять-таки смотри по обстоятельствам. Take Profit нужно определять по величине вот этой самой большой волны. Выделяй ее, ищи середину этой большой волны и на середине можешь поставить Take Profit. Что касается слома структуры. Слом структуры предоставляет вам возможность не какой-то серьезной точки входа, как вот, например, сложным пробоем, все-таки это вот точка входа, да? Слом структуры предоставляет нам полный анализ рынка, то есть с помощью него мы можем анализировать рынок и можем понимать, кто сейчас доминирует, покупатели или продавцы. И на основе этой информации мы можем принимать какие-то стратегические решения для того, чтобы зарабатывать на рынке. Мы не будем далеко ходить, опять-таки смотрим то, что буквально у нас есть под рукой. Рынок находился до этого в большом таком пиле, но пила это было на дневке, а внутри дня у нас были полноценные тренды вверх и вниз. Здесь что мы имеем? Мы имеем движение наверх, после этого рынок у нас сформировал ложный пробой, двигается вниз, и после этого он формирует новый максимум ниже предыдущего и новый минимум ниже предыдущего. Вот здесь мы говорим о сломе структуры, о том, что рынок у нас сломал структуру. И, следовательно, нам необходимо искать сделки не на продолжение движения вверх, а наоборот на какой-то разворот. Рынок нам здесь не предоставил какой-то возможности, он сразу ушел в такой, можно сказать, ложный пробой. И после этого опять у нас появляется то же самое. У нас появляется каждый последующий минимум и максимум у нас увеличивается. То есть вот здесь рынок не предоставил нам этой возможности. Наоборот, он ушел в ложный пробой. После этого сформировал новый минимум выше предыдущего. И новый максимум стал формироваться выше предыдущего. Вот здесь мы говорим о сломе структуры. О том, что нам необходимо здесь уже искать не сделки на продажу. Нам необходимо искать сделки уже, наверное, на покупку. Рынок движется наверх и формирует каждый последующий минимум и максимум выше предыдущего. А вот здесь у нас уже появляется слом структуры. У нас появился новый максимум ниже предыдущего и новый минимум появился ниже предыдущего. Вот здесь мы говорим уже о сломе структуры. Это означает, что мы подошли к верхам. И если мы хотим покупать, нам необходимо все-таки подождать, да, посмотреть на рынок более детальнее. Сейчас необходимо наоборот искать сделки на продажу. Этот принцип мы можем использовать на любом рынке, на любом таймфрейме. И это работает, причем работает, еще раз говорю, вне зависимости от того, что за инструмент вы используете, на каком таймфрейме вы это используете. Максимальный таймфрейм, когда я это использовал, это недельки. Минимальный таймфрейм, на котором я это использовал, 30 секунд. Ниже 30 не пробовал, но думаю, что и там это будет тоже, в принципе, работать. Обратим внимание, как рынок движется. Каждый последующий минимум и максимум у нас рынок движется вниз. Как только у нас формируется новый минимум и максимум выше предыдущего, мы говорим о сломе структуры. Мы говорим о том, что в рынках что-то поменялось. Поменялся рыночный контекст, и нам необходимо, наоборот, искать противоположное направление. Хорошо, давай еще раз повторим. Рынок ломает структуру, формируя новые минимумы и максимумы. При сломе структуры нам нужно искать сделки не на продолжение, а на разворот. И следующее – это сжатие пружины. На конце отката или возле уровня рынок сжимается и разжимается, формируя импульс. Собственно, что здесь имеется в виду? Допустим, рынок растет. После этого рынок уходит в коррекцию. На конце этой коррекции тебе необходимо увидеть снижение размеров японских свечей. То есть свечи должны становиться меньше, меньше, меньше и меньше. И после этого происходит импульсное движение наверх. Обычно это происходит в середине данной волны. Либо происходит на уровне, например, был пробит уровень, рынок подходит к этому уровню и происходит движение. Почему это работает? Потому что на конце отката начинает появляться какая-то крупная заявка большого участника рынка. Большой участник рынка выставляет здесь очень крупную заявку. Это очень крупная заявка, в нашем случае на покупку, и рынок не может ее сразу поглотить.
Напротив, рынок движется вниз, пытается ее поглотить, и все то предложение, то есть всех продавцов, которые случайно появились вот здесь, вот здесь, вот здесь, поглощает эта заявка на покупку. Как только позиция будет загружена, либо количество участников рынка будет настолько мало, то есть все предложение будет выкуплено, крупный участник рынка просто толкает рынок наверх обычным рыночным ордером, и у нас происходит импульсное движение. Как это торговать? Торговать очень просто. Конечно, идеальной формации вы будете редко видеть, но тем не менее постарайтесь, чтобы у вас было примерно подобное. Здесь заходим следующим образом. После появления этого импульса мы заходим в позицию. Стоп-приказ выставляем за это накопление. Take profit смотрите по обстоятельствам. Обычно доходит до самого крупного уровня. Вот отличный пример. Рынок формирует уровень. После этого пробивает этот уровень с обратной стороны, откатывает к нему. И далее мы видим пример сжатия и разжатия. Обратим внимание, что здесь нет той схемы, которую я нарисовал, то есть здесь нет поджатия именно в линию, оно может и не произойти. Тебе важно увидеть, что у тебя происходит снижение размера свечей. Здесь это как раз таки и происходило. Рынок снижает размер свечей, после этого происходит импульсное движение вниз, то есть происходит большая, мощная, полная свеча вниз. Это для тебя является сигналом на то, что нужно заходить здесь в продажу. Стоп-приказ выставляешь за это накопление, take profit смотришь по обстоятельствам. Вот еще дальше пример. Рынок делает движение, снижает размер свечей, после этого происходит движение вниз. Вообще сжатие и разжатие, то есть поджатие такое происходит в каждый раз, на каждом откате. Просто не каждый откат хочется вам показывать, поскольку вы начинающий, и поэтому опыта у вас нет, и хочется показывать прям идеальные примеры. Как, например, вот здесь. Рынок движется вниз, упирается в уровень, происходит сжатие, и после этого происходит импульсное движение наверх. То же самое, могли бы где-то здесь заходить. Это работает всегда и работает опять-таки на основании того, что в рынках есть спрос и предложение, покупатели и продавцы. Рынок попросту по-другому работать не может. Он работает вот именно по этим алгоритмам. Причем интересно то, что он работал еще даже тогда, когда я начинал. Уже все это было. И сейчас опять-таки мало что поменялось в этом плане. Поменялось сам вид, да, когда это происходит, не поменялось. Не поменялось то, как это происходит. Сам вид немножко поменялся. То есть, если раньше у нас была такая четкая нитка, то теперь такой нитки мы не видим. Обычно происходит вот такой формат. Рынок идет наверх, после этого снижает размер свечей, после этого импульсно проваливается вниз. Бывает вот такой формат. То есть, вот у нас сжатие, поджатие, вот у нас сжатие и разжатие. Представь себе пружину. Что ты, например, держишь какую-то пружину, сжимаешь ее, да, если у тебя есть автомобиль, то понимаешь, да, как работают пружины у автомобиля. Автомобиль сжимается, да, сжимает эту пружину, потом бац, и происходит резкое движение. На рынках происходит точно так же. Ничего, ну, как бы все отличается от автомобиля, но логика примерно такая же. Или вот тоже пример. Рынок движется вниз, откатывает в середину. Вспоминаем то, что я говорил, ну, плюс-минус в середину. Происходит снижение размеров свечей, и после этого происходит разжатие в обратную сторону. Запомни эту формацию, она реально работает. И опять-таки я просмотрел все сделки, которые я делаю, и вот там вот как раз-таки эти три модели. Первое — это ложный прорыв, второе — это слом структуры, и третье — сжатие пружины. Есть еще кое-какие другие элементы, но на них, наверное, мы поговорим в следующем видео. Хорошо, вот что я тебе еще порекомендую. Понятное дело, что ты можешь обучаться и дальше по моим бесплатным роликам на YouTube. Их, надо сказать, достаточно много. И я уже встречал даже отзывы людей, которые погасили ипотеку с помощью этих роликов. Но их будет, конечно, недостаточно. Если ты ценишь свое время, если ты ценишь свои деньги, поскольку самообучение достаточно дорогой процесс. Даже по роликам на YouTube, даже по тому контенту, который мы выкладываем. А мы выкладываем потрясающий контент. Если вы не подписаны, подписывайтесь. Я думаю, что вы оцените. Если вы хотите сэкономить время, если у вас нет много денег для того, чтобы заниматься самообучением, а это достаточно дорого, мой вам совет: покупайте наши курсы. Они просто великолепные. И самое главное, вы получите сразу все, что вам необходимо. Даже если у вас нулевой базовый уровень, я сделаю так, что через некоторое время после изучения этих курсов
вы начнете зарабатывать деньги на бирже. Так же, как зарабатываю я, так же, как зарабатывают мои студенты, вы тоже сможете зарабатывать. И поверьте, если у моих студентов получилось, у вас 100% получится. Потому что у нас есть такие студенты. Ладно, не будем здесь их ругать в этом плане, чтобы никто не обиделся. Но поверьте, если у наших некоторых студентов получилось, то у вас 100% получится. Это просто дело техники, дело практики и не более того. Ничего серьезного здесь делать не нужно, справится обычный человек. Просто нужно тренироваться, нужно составить свою торговую систему, нужно делать все правильно. В этом обычно основная загвоздка. Я научу вас делать так, как правильно. Делать так, как вы сможете зарабатывать деньги на бирже. Поскольку впереди у нас мрачное будущее, и у вас других вариантов попросту нет. У нас остался один вариант, это биржа, и то сейчас вот я записываю это видео, вышла информация, что людей, которые держателей акций Meta, то есть Facebook, могут признать экстремистами, то есть, слушай, бред какой-то. Нам пока еще оставляют вот это вот маленькое окошко для возможностей, для того, чтобы хоть какие-то возможности иметь. Пока его еще не закрыли. И пока у нас есть возможность, пользуйтесь этим, зарабатывайте бабки. Зарабатывайте, копите бабки, поскольку дальше будет все только нарастать. И сами понимаете, в какой сфере и вообще в чем мы оказались. Ссылка на все находится в описании, изучайте, зарабатывайте, и будет вам, в общем-то, счастье. Не унывайте, если вы чувствуете, что все пропало, все плохо, как-то вот прям настроение даже плохое. Во-первых, знайте, что вы не один, а во-вторых, не унывайте, все это обязательно пройдет. Это просто вопрос времени, долго это продолжаться не может. Все пройдет, это тоже. Крепитесь, всем удачи, зарабатывайте.